Приветствую вас, мои любимые дорогие подписчики. Я сегодня очень рад видеть вас на кухне Дель Норте. И сегодня я бы хотел с вами поделиться об очень интересном таком овоще, который называется брокколи. Многие из вас, я так думаю, относятся двояко к этому продукту. Кто-то его любит, кто-то его ненавидит. Но сегодня я бы хотел с вами поделиться секретом, как приготовить брокколи правильно, чтобы брокколи получилось хрустящим, сочным и очень вкусным. Я покажу вам сегодня два рецепта и покажу вам этот секрет. И кроме этого, я бы хотел обратить ваше внимание на полезность этого продукта, потому что он очень полезен. Если у вас или у ваших близких есть гастрит или язва, или у вас периодически возникает желудочно-кишечные заболевания, я бы очень посоветовал обратить ваше внимание на брокколи, потому что брокколи богат аминокислотами, здесь есть антиоксиданты и витамины. Ну и самое главное, здесь есть сульфорафан, который работает как антибиотик и помогает снимать воспаление вашего желудка. Поэтому это очень полезный продукт. К сожалению, его не готовят очень часто, потому что его не могут приготовить правильно, а когда он приготовлен неправильно, вот, допустим, я очень не люблю, когда он такой разваренный. Вот, поэтому я решил сделать это видео, поделиться с вами этими рецептами. Ну, поехали! Для начала я покажу вам, как очень просто и вкусно приготовить брокколи. Для этого мне понадобится горячая вода, которую я уже вскипятил. Мне понадобится брокколи. И мне понадобится холодная вода, в которую я буду опускать уже готовый брокколи. Итак, поехали. Сначала я вскипячу воду. Я ее уже заранее вскипятил. И сейчас сюда надо добавить соль. Через несколько секунд вода закипит и будет готова. Я займусь сейчас нарезкой брокколи, но кроме этого я хочу вам показать, значит, я поставил приложение, это называется мультитаймер, выглядит оно вот так. И для того, чтобы не забыть, сколько чего готовить, я здесь внес разные продукты. И здесь вот очень хорошо видно, что, допустим, брокколи я буду готовить 4 минуты, спагетти я буду готовить 8 минут и так далее. Очень вам советую, для того, чтобы упростить работу. Сейчас я обрежу брокколи на вот такие кусочки. Когда я разговаривал со своей тещей, которая приезжала к нам в гости, я спросил, продаются ли у вас брокколи. Она сказала да, но, как правило, брокколи, которые продаются в бывшем Советском Союзе, продаются в замороженном виде, не в сезон. Поэтому этот рецепт, который я вам покажу, можно приготовить из замороженной брокколи. Единственное, что я вам посоветую, когда вы достаете брокколи замороженный, оставьте ее буквально там на 30 минут перед тем, как вы опустите в кипяченую воду. Вода закипела, теперь опускаю брокколи в подсоленную кипящую воду. Брокколи готовить 4-5 минут, не больше. Поэтому обязательно поставьте таймер, чтобы не переварить ее. Пока готовится брокколи, я подготовлю ледяную ванну для нее. Если брокколи достать и оставить ее в горячем виде, то брокколи будет продолжаться готовиться и она получится разваренной. Нам же надо, чтобы брокколи получилось вкусной, немножко хрустящей, ал денте, так сказать, и тающий одновременно у нас во рту. Поэтому я приготовлю ледяную ванну. Для этого я просто беру холодную воду и забрасываю туда лед, который я заранее подготовил в морозильнике. Он у меня на шухере постоянно стоит в морозильнике для вот таких вещей. После того, как прошло 4 минуты, достаю брокколи. Я использую вот такую сеточку, очень, кстати, удобно. И забрасываю это в ледяную ванну. Держать долго в ледяной ванне ее не нужно.
потому что нам нужно, чтобы она просто остыла и остановился процесс приготовления. Теперь достаю брокколи. Сливаю лишнюю воду. И как вы видите, у брокколи красивый, насыщенный зеленый цвет. Так выглядит оригинальный брокколи. Вот так выглядит приготовленное брокколи. Если вы не будете использовать ледяную ванну, то цвет у брокколи будет гораздо бледнее, и он не будет так красиво и ярко выглядеть. Это базовый рецепт, как приготовить брокколи. Сейчас я вам покажу, как из этого готового брокколи приготовить два рецепта. Первый я сделаю простой вкусный салат, который очень легко сделать. Для этого я в готовый брокколи налью немножко оливкового масла. Посыплю немножко соли. У меня также есть душистый ароматный красный перец. Он не очень острый, но он очень ароматный, поэтому я очень люблю его сюда добавлять. Все перемешаю, все, салат готов. Его можно немножко, если вы любите чеснок, его можно подправить. Одна из самых больших причин, по которой люди не любят брокколи, потому что у него есть специфический запах. Вот когда брокколи приготовлено этим способом, у вас не будет запаха классического брокколи, у вас будет приятный аромат, в данном случае красного перца. И сейчас я вам покажу, как, если вы любите чеснок, как заправить этот салат еще по-другому, и у него будет чесночный аромат, который очень приятный. Для этого мне понадобится обычная сковородка, которая небольшая, которую я поставлю пока разогревать, а сам займусь чесноком и всем остальным. Для того, чтобы заправить брокколи, оно получилось вкусным, мне понадобится небольшой кусочек сливочного масла. Для того, чтобы оно не сгорело, добавлю сюда немножко оливкового масла. Возьму зубчик чеснока. Накрошу его. Сильно его мельчить и крошить не надо. И после того, как растопилось масло, отправляю его туда на буквально 30 секунд, не больше. Этот запах чеснока в сливочном масле. Фантастика. Все, чеснок готов. Почему я это делаю? Потому что если добавить чеснок в чистом виде, он очень сильный и он будет заглушать весь вот этот вкус. А когда он в таком виде, он становится более нейтральным и придает очень нежный аромат этому салату. Ну вот, сейчас, как вы видите, получилась вторая версия данного салата. И теперь настало время его попробовать. Ал денте, не мягкий, прекрасный вкус, чеснок и красный перец прекрасно его добавляет. Это первый рецепт. А сейчас я вам покажу, как приготовить из этого брокколи вкусный, полезный и сытный завтрак. Я очень люблю, когда овощи отлично сочетаются с белком. Это очень полезно, и наш организм насыщается. Поэтому сегодня я приготовлю омлет с брокколи. Для этого мне понадобится пару яиц. Добавлю сюда немножко соли. Красного перца. Любите черный перец, добавляйте черный перец. Все это взобью. Дальше довольно грубо нарежу брокколи. Добавлю немножко растительного масла, сливочного масла.
Немножко. Бросаю сюда брокколи. И заливаю это яйцом. Ставлю на самый маленький огонь. И накрываю крышкой. Готовить этот омлет можно по-разному. Если вы любите омлет немножко всмятку, то готовьте 3-4 минуты. Если вы любите уже, чтобы все яйцо было проготовлено, готовьте 5-6 минут. В любом случае вы можете этот омлет довести до того состояния, которое нравится вам, и это будет правильный рецепт. Я же люблю, чтобы они были немножко всмяточку. Вот посмотрите, они еще как бы, ну, не совсем как бы готовы. И я очень люблю сюда макать лепешечку. И, на мой взгляд, это гораздо вкуснее, но это дело вкуса. Теперь достаю этот омлет. И как вы видите, он получился красивеньким, симпатяшненьким таким. Ну и самое главное, вкусным и полезным. Давайте попробуем. Очень вкусный омлет. Очень легко приготовить. Брокколи можно, после того, как вы приготовите, вечером оставить в холодильнике, утром приготовить из него омлет. Этот салат можно подавать как холодным, так и горячим. Но если вы его подаете холодным, то добавляйте только растительное масло, не добавляйте сливочное масло. На этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Надеюсь, что вы будете готовить брокколи и вам очень понравится. Желаю вам от всего сердца счастья, мира и спокойствия вашему дому. И самое главное, сделаем этот мир вкуснее. Пока!